Христианские организации со всего мира собрались, чтобы создать учебную программу для международного обучения. Цель этой программы – помочь христианам различных национальностей лучше понять свою веру и стать искренними последователями Иисуса Христа. Этот курс называется «Обзор Старого Завета». Преподает Кристофер Горнолд Смит. Урок 7. Welcome again to our studies in the Old Testament. I'm glad you're with us. Добро пожаловать на урок по изучению Старого Now Завета. we're in the book of Joshua, Мы изучаем книгу Иисуса Навина, and we're going to pick up this lesson where we finished last time. и мы начнем с того места этот урок, где мы его закончили на прошлом We're going to уроке. look at the land. Мы посмотрим сейчас на землю. This is the Middle East. Это Средний Восток, Here is the desert. это пустыня, Here is the Mediterranean Sea. это Средиземное море. Between the power of Egypt in North Africa Между державой или же между and the великой other державой great Египтом, powers which existed here, а также великими державами, которые расположены по этой there was a стороне. narrow strip of land where armies could march. Здесь находится узкая полоска земли, где маршируют армии. This was the promised land. И это обетованная Now земля. we're going to look at that in greater detail. Теперь мы посмотрим на нее в деталях. I want you to look at the little map we've drawn for you. Я хочу, чтобы вы посмотрели на маленькую карту, которую мы нарисовали для вас. First, on the left, you will see the Mediterranean Sea. С левой стороны Средиземное море. Alongside that, we have the coastal plain, which is a flat area. Вдоль побережья равнина. Then there are some foothills, small hills. Затем холмы небольшие. These we call the Shephelah. Мы называем это Шефала. And then we come to the main mountains in the center of the country. Затем мы подходим к основным горам в центре страны. Beyond that, we go down again into the Jordan Valley. За пределами ее опять долина That is Иордан. actually below the level of the Mediterranean. Она находится ниже уровня Средиземного моря. Let's go to the north of that area. You see the Sea of Galilee? Давайте посмотрим на северную часть этого The района. river Видите ли Jordan Галилейское flows out море? of Galilee И река Иордан выходит из Галилейского моря and flows into the Dead Sea. и впадает в Мертвое море. There is no outlet from the Dead Sea, the water evaporates. И из Мертвого моря нет выхода, вода испаряется. But to the south of the Dead Sea, there is a valley that continues called the Wadi Araba. И южная часть Мертвого моря, она выходит в долину. Эта долина называется Араба. Долина Араба. Further to the east, И there is дальше на the восток, Transjordanian Plateau. значит, Иорданская долина или So равнина. those are the four regions of the land of Canaan. И это 4 района ханаанской земли. When they came into the land, Когда они вошли в землю, they came in from the east, они вошли с востока, across that plateau, down into the Jordan Valley, через равнину в Иорданскую долину, across the river, через реку Иордан and up into the hills. и опять на холмы. Now, what I want you to see is the same thing in cross-section. Я хочу, чтобы вы увидели то же самое в Look поперечном at this сечении. diagram. Посмотрите на эту диаграмму. On the left, you see the Mediterranean Sea. С левой стороны это Средиземное море. And the level of the Mediterranean Sea is like a dotted line going across the picture. Уровень по Средиземному морю проходит прерывистой линией. On the left, you see we have the coastal plain, the flat area. С левой стороны мы видим равнину по побережью. Then it goes up through the foothills, Затем Shephelah, через небольшие горы up into the mountains. вверх на высокую гору. Jerusalem's there at the top. Иерусалим вот здесь наверху. Down into the Jordan Valley. Вниз к Иорданской долине. And you can see the Dead Sea is far below sea level. И вы видите, что Мертвое море намного ниже уровня моря. If we did not have the mountains in the middle, the Mediterranean would flow in and fill it all up. Если бы не эта гора, то Средиземное море вылилось бы и заполнило эту долину. And then beyond the Jordan, we have
И we за have the пределами Transjordanian Plateau. Иордана идет Иорданская So равнина. there you've got it in cross-section. Это поперечное сечение Now, местности. this was a land of hills and valleys. Это земля холмов и долин. But although most of the geographical features were running north-south, Хотя большая часть географического рельефа как бы проходит с севера на юг, across that mountain backbone or ridge, прямо по хребту этих гор, across it were other little valleys going east-west. и идут между ними маленькие долины с юга, с востока на thing was запад. divided up into lots of hills and valleys. Поэтому все разделено на холмы и на долины. The Canaanites who lived there Хананеи, которые were жили там, not one great nation-state, они не были одной большой могущественной but державой, lots of little city-states. но это было государство маленьких городков. People could live in one valley Люди могли жить на одной долине and have their own state, и иметь свое собственное государство, and across the hill in the next valley would be another little state. а через гору на другой стороне еще одно маленькое государство. This was good and bad for Joshua. Это было хорошо и плохо для Иисуса Навина. The good side, Хорошая, it положительная was easy сторона, to conquer. очень легко было завоевать. The difficult side Трудная is часть, once they had the land, как только они овладели землей, they still had Canaanites living in valleys here and there among them. и среди них все еще хананеи жили там и здесь. Easy to conquer, but hard to control. Легко завоевать, но трудно контролировать. Now, it may seem rather unfair for Joshua and the Israelites to go in and just conquer the land. И кажется не совсем справедливым пойти для Иисуса Навина и просто завоевать землю. So I need to tell you a little bit about the weather. Я хочу рассказать вам немного о погоде. That may seem strange, Это может показаться странным. but let me explain from the larger map. Позвольте мне объяснить это на большой карте. Egypt to the south Юг Египта, has very little rainfall. здесь очень мало выпадает дождей. It depends on the river Nile. Все зависит от реки Нил. Over here in Mesopotamia, На этой стороне в Месопотамии they depend on the rivers Euphrates and Tigris. они зависят от реки Тигра и Ефрата. But in the Holy Land here, Но на Святой Земле здесь they are dependent on rainfall. они полностью зависят от The rain выпадения falls от during the дождей. winter. А дожди в основном падают в течение зимы. And if the rain does not come, И если же дождь не выпадает, there is famine, тогда наступает голод. especially in ancient times Особенно в древние времена, when they did not have modern technology to help them. когда у них не было современной технологии. Now, for the Israelites, what did this mean? Для израильтян что это значит? One of the blessings of the covenant Одно из благословений Завета. is that God said in Deuteronomy, Бог сказал во Второзаконии: I will send the rain on your land in its season. «Я пошлю дождь на землю вашу во время». One of the curses in the covenant, Одно из проклятий в Завете: if you disobey and take other gods and worship other gods, если же вы не послушаете и будете служить иным богам, then I will not give the rain. тогда я не буду посылать дождь. You can see how serious that would be. И вы тогда увидите, насколько это серьезно. Now, the Israelites knew that they depended on the living God. Израильтяне знали, что они зависят от Бога живого. But the Canaanites did not know about the living God. Но хананеи не знали ничего о живом Боге. They worshipped many gods. Они служили многим богам. And one God they thought might control the weather. И один Бог, они думали, может контролировать погодой. They called him Master or Lord Baal. И они называли его господином, мастером или же And he was the богом weather god, валом. the storm god. И он был богом штормов. They also believed in goddesses, female gods. Они также верили в богинь. And we read about some of their religion in the book of Leviticus, Мы читаем много об этих религиях в книге Левит, and much of it has been confirmed through archaeology. и многое из этого подтверждается из археологических раскопок. They believed in gods of fertility.
Они верят в Бога плодородия. Their pagan religion plunged them into the occult, И эти языческие религии, они довели их до оккульта, into spiritism, ввели их в into спиритизм, witchcraft, колдовство, fortune telling, гадательство, male cult prostitution, мужская оккультная проституция, and female cult prostitution, женская оккультная проституция. and even men and women mating with animals. И даже сожительство мужчин и женщин с животными. And this was part of their religion. Это была часть их религии. Not only idolatry, Не только идолопоклонство, but they offered their own baby boys as burnt offerings, но они приносили в жертву своих детей, младенцев мужского пола, на всесожжение, sacrifices to Baal, to Baal. отдавая в жертву Ваалу. They, in their religion, they offered their children through the fire to demons. И в своей религии они отдавали детей своих, предавая их огню, демону. In their relationships, incest, close marriage between brothers and sisters, and that kind of thing was regarded as normal. И взаимоотношения интимные между родственниками, инцест, это было нормальным явлением. Homosexuality was also accepted practice. Гомосексуализм тоже был приемлем. Now, at the time of Abraham, Во времена Авраама God said, I'm giving you this land, Бог сказал: «Я отдаю вам эту землю, but I'm not going to take it away from the people who are in it now. но я не заберу ее от людей, которые в ней находятся. They have rights, У них есть права». but by the time of Joshua, Но во времена Иисуса Навина God said that the Canaanites had become so evil that they had to give up their land. хананеи настолько были злыми, что они готовы были отказаться от земли. God used very strong language. Бог использовал очень сильный язык. In Leviticus 18, verse 25, И Левитам 18 глава, 25 for стих. the land is defiled, therefore I visit the punishment of its iniquity upon it, and the land vomits out its inhabitants. «И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней». So Joshua led the Israelites into the land, Итак, Иисус Навин ввел израильтян в обетованную землю, into the center, в центр, then south, затем на юг, and north, затем на север, conquering different areas across the land. завоевывая различные районы по всей земле. But not every Canaanite was killed. Но не все хананеи были убиты. We read in the book of Joshua the story of Rahab. Мы читаем историю о блуднице Раав, записанную в книге Иисуса She was Навина. a lady in Jericho. Эта женщина жила в Ерихоне. Now, if there was ever an unlikely candidate for the blessing of God, it was Rahab. Если бы был какой-нибудь нежелательный кандидат для благословения, так это была блудница Раав. Rahab was a Canaanite, Раав была хананейка, and she was a prostitute. и она была блудницей. And yet her life was spared. И тем не менее, ее She became жизнь an была спасена. honorary Israelite. И она стала почетной израильтянкой. And in the New Testament, we find that she was an ancestor of the line of Jesus Christ. И в Новом Завете мы находим, что она была в родословной Иисуса Христа. In Matthew chapter 1, verse 5, it mentions Rahab. А в Матвея, в 1 главе, там упоминается, в Евангелии от Матвея, She married Раав. Salmon, Она вышла замуж за the Салмона. tribal leader of Judah. Он был вождем колена Иудина. Her son was a man called Boaz. Сын по имени Ваас. He married Ruth. Он женился на And Руфе. her great-grandson was King David. И ее правнук был царем Давидом. Now, why was this pagan Canaanite harlot saved in this wonderful way? Почему эта блудница, хананеянка,
Раав получил спасение таким If you образом. read the story in Joshua, Если вы прочитаете эту историю в Иисуса you will find Навина, that she actually risked her life to protect some Israelite soldiers. вы узнаете, что она практически рисковала своей жизнью, чтобы спасти жизнь израильтян. In Joshua chapter 2, И Иисуса Навина 2 there глава. are some very interesting statements about her. Есть очень интересное заявление об этом. First of all, Прежде in всего, verse 9, стих 9. she said, I know that the Lord has given you the land, that the terror of you has fallen on us, and that all the inhabitants of the land are faint-hearted because of you. И сказала им: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость». She knew about God. Она знала о Боге. She said, I know the Lord has given you this land. Она сказала: «Я знаю, что Господь отдал землю In сию вам». verse 10, И стих 10. she said, we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt. Она говорит: «Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта». At the end of verse 11, И в конце 11 стиха she said, the Lord your God, he is God in heaven above and on earth beneath. она говорит: «Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на That's a земле внизу». Canaanite speaking. Это хананеянка говорит. She was a person of extraordinary insight. Она человек She проницательности. knew what had happened in history. Она знала, что происходит в истории. When the Israelites had crossed the Red Sea, Когда израильтяне переходили через Черное море, it was before she was born, probably. это, возможно, было до ее рождения, It was in another land, это было на другой земле, but she knew it was true. но она знала, что это было правдой. And that this God who had brought the Israelites out of Egypt И этот самый Бог, который вывел израильский народ из Египта, was going to change her world. изменит ее мир. She knew that Jericho would fall. Она знала, что Иерихон упадет. Canaan was under judgment. Ханаан под судом находится. The Israelites were going to take it. Израильтяне захватят его. And so she said, I choose И она говорит: «Я to избрала, make my identity я избираю свою with the people опознавательность of God с народом Божьим, and not with the people I have come from. а не с народом, из которого я вышла». Now, you may think that that was a rather not a good thing to do. Может быть, вы подумаете, это не совсем уже хорошее дело Look, this was отказаться not от своего just a matter народа. of nationalism. Но это не является делом национализма. This was not just Israel versus Canaan. Это не является вопросом израильтяне и по сравнению с хананеями. This was not just the accident of birth that she happened to be a Canaanite. Это не просто инцидент рождения, так случилось, что она оказалась She хананейкой. saw something bigger than her nation. Она увидела нечто большее, чем свой народ, свою нацию. Something bigger than Canaan. Нечто большее, чем She Ханаан. saw God. Она увидела Бога. She said, the Lord your God is God in heaven above and earth beneath. Она говорит, что Бог ваш есть Бог на небе вверху и на The земле power of внизу. God transcended both Israel and Canaan. И сила Божья, Бог преобразовал Израиль и Ханаан. God is the Lord, Yahweh, Jehovah. Господь есть Бог, Яхве And и that's the Иегова. word she used. И эти слова она использовала. She must be on the side of God. Она, должно быть, находилась на стороне Божьей. She understood the purposes of God. Она понимала цели Божьи. It was not just a matter of one little nation against another little nation. Это не просто дело одного народа, который выступает или воюет против другого небольшого She could народа. see the end result. Она видела конечные And because of результаты. this, И по этой причине she took an extraordinary risk. она необычный риск предприняла. She did not just think, oh, I can save my skin.
Она не говорила: «О, я как-нибудь спасу свою шкуру». She risked her own life for the people of God. Она рисковала своей собственной жизнью ради народа Божьего. She put herself in a very difficult position. Она поставила себя в очень трудные обстоятельства. And in the New Testament we read, И в Новом Завете мы читаем, Hebrews 11:31, Евреям 11:31. by faith the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace. Верою Раав блудница, с миром принявши соглядатаев и проводивши их другим путем, не погибла с неверными. There is something else we learn about Rahab. Есть еще нечто, что мы узнаем о Раав. She was told that she would be saved a particular way. Ей сказали, что она будет спасена определенным образом. When the Israelites would come against the city, Когда израильтяне выступят против города, and there would be an earthquake, будет землетрясение, she would hang a cord, a red cord, scarlet cord, from her window. она опустит веревку, красную веревку со своего окна. And in the war, that house would not be destroyed. И во время войны этот дом не подвергнется истреблению. Not only she, but everyone in that house would be saved. Не только она, но все в этом доме будут спасены. Do you see a parallel somewhere? Вы видите параллель? Isn't that similar to what the Israelites did at the Passover? Разве это не напоминает вам то, что сделали израильтяне во время Пасхи? They had to put the blood on their houses and stay in the house. Они помазали косяки дверей кровью и оставались в доме. And they trusted God to save them. И они доверяли Богу, что Он спасет их. Rahab was not an Israelite, Раав была не but израильтянка, she and all the other Canaanites in her house но она и другие хананеи в этом доме, put out the scarlet cord like the blood, они сбросили красную веревку, как кровь. and then they were taken in to the people of God. И затем они были приняты и зачислены в число народа Божьего. Jesus Christ came to the Jewish people. Иисус Христос пришел к евреям. The gospel is to the Jew first. И Евангелие прежде для евреев. All the 12 apostles were Jewish, Все 12 апостолов были евреями. descended from Abraham. Это были потомки Авраама. So was Paul, the apostle. Точно так же дело обстоит и с апостолом We are Павлом. Gentiles. Мы язычники. We were not in the Passover, Мы не были включены в Пасху. but we identify with what God did. Но мы опознаем себя с делами Божьими. And now God has a new people, И теперь у Бога новый народ. both Jews and Gentiles, who have put Евреи, faith in Christ. евреи и язычники, которые верят во Христа. Now, what do we learn from all this? Чему мы научились из всего этого? First, the fact that Rahab was a harlot and a pagan Canaanite did not stop her from turning to God. Первое, тот факт, что Раав, блудница, она не остановилась перед тем, и ее не остановили язычники Хананеи, She lived in a чтобы city повернуться к which Богу и was получить already under благословение. the judgment of God. И она жила в городе, который уже находился под судом Божьим. Yet she and her family were saved. Все же она и семья ее получили спасение. Do not let your environment, Не позволяйте, чтобы среда, окружающая your вас, traditional loyalties, ваши традиционные обязанности, or the pressures from those around you, или же давление, которое не сходит со стороны на вас, do not allow these to stop you from coming to God. не позволяйте им остановить вас в вашем A second thing we see пришествии in к Rahab Богу. is this. И второе, в жизни Раав There was a direct link between her knowledge and faith. существует определенное звено между знанием и верой. Between faith and commitment. Между верой и посвященностью. And between commitment and action. И между посвященностью и You верой. know the truth and power of God. Вы знаете You know the истину certainty и силу of death Божью. and eternity. Вы знаете определенность
смерть и You know the вечность. need to serve Jesus Christ. Вы знаете нужду в служении Иисусу Христу. Do so. Поэтому делайте это. We also see she had a strong understanding of the sovereignty of God. Мы также видим, что у нее было очень сильное понимание могущества Божьего, Его независимой The center силы. of things was not Jericho, Центром всего этого был не Иерихон, not Canaan. не Ханаан. Man is not the center of the universe. Человек не является центром Вселенной. It is God. Бог. Even if our world crumbles, Даже если наш мир весь God goes сокрушится, on. Бог продолжает And his свое purposes. существование. И Его Rahab цели. said, "The Lord your God, He is God in heaven above and earth beneath." И Рав говорит, что «Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле Now, внизу». after Joshua died, После того, как умер Иисус Навин, there was the period of the book of Judges. потом наступает период судей. The book of Judges begins with the words, "Now after the death of Joshua." И период судей, книга судей начинается со слов «после того, как умер Иисус Навин». What happened then? Что тогда произошло? There was no one great leader like Moses or Joshua. Тогда не было вождя или руководителя такого, как Моисей или Иисус Навин. And there was no one king. И не было царя. Everybody did what he thought was best. И каждый делал то, что считал лучшим. It says in Judges 17, verse 6, И 17 глава, 6 стих, Судей, and it says exactly the same in chapter 21, verse 25, говорит, и то же самое говорится в 21 главе, 21 стихе. which is the last verse in the book. 21 глава, 25 стих, который It является says this. последней главой. In those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. And what we find is a kind of cycle going on. И что мы находим здесь, как будто бы цикл The замкнутый. people backslid from God. Люди, народ отступил от Бога. They were influenced by the Canaanites in the next valley. Влияние хананеев в следующей долине They одолевало even их. started to worship Baal Они начали служить Ваалу and other Canaanite gods and goddesses. и другим богам и богиням хананейским. Now think about the covenant. Вспомните о завете. What happens? Что случилось? Judgment. Суд. They'd promised they'd had entered the covenant willingly. Они обещали, они добровольно вступили в завет. God removes his hand of blessing and protection. Бог убирает руку благословения и охраны. Other people come and oppress the Israelites. Другие люди приходят и преследуют израильтян. Then they cry to God, "Help us." Затем они вопиют к Богу: «Помоги нам». God raises up a judge. Бог готовит судью. Now, who were the judges? Кто такие судьи? The Hebrew word is shophatim. Еврейское слово «шофатим». Now, the shofet was a leader. Шафет — это был вождь, He was a deliverer. он был избавитель, He would judge also, as we think of a judge. он судил так же, как мы себе представляем судью. But most of all, they were simply leaders of the people and deliverers. Но чаще всего это были вожди, руководители народа и избавители. And then God would save the people. И Бог спасал людей. There would be a time of peace and blessing. Было время мира и благословения. And then they started to backslide again. И затем они опять начали отступать. And we go through the same cycle. И мы проходим опять через тот же самый And цикл. that is the sad story of the book of Judges. Это печальная история книги Судей. But you see, the understanding of covenant is central to that. Но понимание завета является центральным местом. But even in the middle of this, there's a very wonderful and beautiful story. Но даже посреди всего этого есть прекрасная история. It's the story of Ruth in the book of Ruth. Это история, записанная в книге Руфи. It's so simple,
Она очень простая, so beautiful, такая прекрасная, but so powerful. но такая сильная. Be sure you can read it. И прочитайте ее. There are 3 keys to the character of Ruth. 3 ключа есть к характеру Руфи. First, the matter of identity. Первое – это вопрос опознавательности. Then, the matter of loyalty. Затем вопрос верности. And finally, that of faith. И, конечно же, вопрос веры. Now, we've already talked about identity. Мы уже говорили об опознавательности. That in the Bible, people saw their identity was in community. В Библии говорится, когда говорится об опознавательности, дело имеется с обществом. People did not assert their identity by saying, why I'm different from everybody else. Люди не выделяют себя, не говорят, я отличаюсь от всех остальных. Their identity was in who they belonged to. Их опознавательность связана с принадлежностью, кому они принадлежат. And Ruth was not an Israelite. Руфь не была израильтянкой. She came from Moab. The Moabites were on the other side of the Jordan. Она пришла из Моава, это по другую сторону Иордана. Her husband died. Ее муж умер. Her mother-in-law was an Israelite. Ее свекровь была израильтянкой. And this mother-in-law, Naomi, was going to go back to Israel, back to Judah. Эта свекровь, Нааминь, собиралась возвращаться в Израиль. They were both widows, Они оба были вдовы. mother-in-law and daughter-in-law. Свекровь Ruth said, и I want to come with you. невестка. И она говорит, я хочу пойти с тобой. Her mother-in-law said, that's not necessary. И ее свекровь говорит, в этом нет There's no необходимости. future for me. Для меня нет будущего. And you know, if you come with me, you're a foreigner. И ты знаешь, что если ты пойдешь со мной, ты будешь там иностранкой. So nobody will want to marry you. И никто не женится на тебе. You stay with your own people. Ты оставайся со своим народом. You'll find a good husband. Ты найдешь себе хорошего мужа. And Ruth turned around И Руфь повернулась and she said, my identity is with your people. и говорит, что моя опознавательность с твоим народом. It's one of the most beautiful poems in the Bible. Это одна из прекраснейших поэм в Библии. Ruth chapter 1 verse 16. Руфь, книга Руфь 1:16. Ruth said, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. Where you die, I will die, and there I will be buried. The Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Now, there's an interesting little statement there. Интересное очень заявление She says, the здесь. Lord do so to me. Она говорит, пусть то и то сделает мне Literally, Господь. if even death parts me from you. Говорит, что смерть одна разлучит меня с тобою. Because she has said, where you die, I will die. Where you are buried, I'll be buried. Потому что она говорит, где ты умрешь, там и я умру. Где ты будешь погребена, там и я буду погребена. Even in death, we will be together. Даже при смерти мы будем вместе. So what does she mean, the Lord do so to me? Что она имела в виду, когда сказала, пусть то и то сделает мне Господь? There's nothing to indicate what. Здесь не указывается, что. But you may remember, those were the words used in the covenant with the self-imprecatory oath. Но вы помните тот завет, когда люди вступали в завет, они давали присягу, самоосуждающую присягу. Maybe she had a gesture like taking her finger across her throat. Может быть, она сделала жест такой, проведя пальцем по шее, по горлу. The Lord do so to me, and even more.
Господь сделает мне вот так и даже больше. If even death parts me from you. Если даже смерть разлучит What меня. a powerful statement. Такое сильное She заявление. shows her identity with God and his people. Она показывает свою опознавательность с народом Божьим и с его людьми. Now, with identity Что касается comes опознавательности и верности. in Ruth chapter 3, verse 10, В 3 главе Руфь, 10 стих. Boaz said to Ruth, Вооз сказал Руфи: "Blessed are you of the Lord, my daughter, for you have shown more kindness at the end than at the beginning." «Благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело. Сделала ты еще лучше прежнего». I want to talk about that word kindness. Я хочу поговорить об этом слове «доброта», «доброе дело». It's a Hebrew word which is very difficult to translate. Это еврейское слово, которое очень трудно перевести. It's the word chesed. Это слово «хесед». Now, what does it mean? Что оно означает? It includes loyalty Оно включает в себя верность, and faithfulness преданность, and loving kindness любезность, and mercy милосердие and covenant faithfulness. и заветную верность. So many different ideas, all in this one word, chesed, loyalty. Так много различных идей в одном слове «хесед». Think again about ancient Israel. Подумайте еще о Древнем Израиле. The extended family, Семья расширенная, как бы увеличенная семья. the sense of community, of corporate identity, Чувство общественности, общности, the кооперации, awareness of solidarity with others. сознание солидарности с другими. If that society was to hold together, there had to be loyalty. Если это общество держится вместе, и оно будет держаться только тогда, когда будет And if верность. the covenant people were to stay together, there must be covenant loyalty. И если только есть завет, чтобы быть вместе, этот завет должен быть верным. It's very close to the idea of honor Очень близко к идее почета, and the idea уважения, of duty. обязанности. Now, this word is used to describe God in the Old Testament. Это слово обычно применялось для того, чтобы описать Божью характеристику, характеристику Бога. Chesed is an attribute of God. Хесед — это качество Божье. Let's look at some examples. Давайте посмотрим на примеры. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Второзаконие 7:9. Therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God, keeping covenant and chesed, mercy, for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до 1000 родов. It says He keeps covenant and chesed. Здесь говорится, что Он сохраняет заповеди Его. God is loyal to you. Бог верен вам. I hope you're loyal to Him. Я надеюсь, что вы верны Ему. Look at Genesis 24:27. Давайте посмотрим Бытие 24:27. Blessed be the Lord God of my master Abraham, who has not forsaken his chesed, his mercy, and his truth И сказал towards my благословен, master. благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истинную своею. There are two ideas there about God. Здесь есть две мысли о Боге. He does not leave his chesed.
Он не оставляет своего хесед. And his truth, which has the idea of firmness, steadiness. И также существует вторая идея, идея твердости, постоянства. In Exodus 15, Исход 15, verse 13, 13. it's speaking to God. Здесь You говорится in your к Богу. mercy, chesed, have led forth the people whom you have redeemed. You have guided them in your strength to your holy habitation. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, провожаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. And then in Exodus 34, verse 6, Затем Исход 34, 6. the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in chesed and truth. Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. In Psalm 136, В Псалме 135 the whole psalm is about the chesed, the loyalty of God. весь псалом говорит об хесед, о верности Божьей. Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his chesed endures forever. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. And if you go through that whole psalm, Если же вы прочитаете весь этот псалом, it's like an antiphony, a response between people. это как ответ, взаимодиалог между людьми. One person would say, oh, give thanks to the Lord, for he is good. Один человек говорит: «О, славьте Господа, ибо Он And благ», everybody responds, и все отвечают: for his mercy endures forever. «Ибо вовек And милость then the Его». leader says, И затем лидер говорит: oh, give thanks to the God of gods. «О, славьте Бога богов». And everyone says, for his mercy endures forever. И все отвечают: «Ибо вовек милость Его». Oh, give thanks to the Lord of lords, «О, славьте Господа господствующих, for his mercy endures forever. ибо вовек милость Его». To him who alone does great wonders, Того, который один творит for his чудеса великие, chesed endures forever. ибо вовек милость Его. To him who by wisdom made the heavens, Который сотворил небеса премудро, for his chesed endures forever. ибо вовек милость Его. And it goes on and on and on. И так продолжается и продолжается. It's wonderful. Это чудесный The псалом. faithfulness, the loyalty of God. Верность, преданность Божья. You'll find the same thing in Psalm 107. Вы можете то же самое найти и в Псалме 106. The whole psalm is about the chesed of God. Весь псалом о верности, о хесед Божьей. In verses 1 through 9, С 1 по 9 стихи it is the loyalty, the kindness of God верность, любовь, любезность Божья, доброта to the Его oppressed, к to the обездоленным, refugee, к обездоленным, and to the hungry. обиженным и голодным. In verses 10 through 16, Со стихов с 10 по it is 16 the chesed, the kindness of God это верность, любезность Божья to those whose own sins have brought them into hard circumstances. тем, кто через собственные грехи ввел себя в трудные обстоятельства. In verses 17 through 22, Со стихов с 17 по 22 it is the chesed of God это любовь Божья, to верность those whose Божья sins have brought them into difficult emotional circumstances. тем, кто через свои грехи ввел себя в трудные эмоциональные обстоятельства. In verses 23 through 32, Со стихов 23 по 32 it is the chesed of God это верность Божья to those without help in dangerous circumstances. тем, кто остался без помощи в опасных обстоятельствах.
And verses 33 through 43, И стихи с 33 по it is 43 the chesed of God — это верность Божья in all the ups and downs of life. во всех трудных обстоятельствах So that's жизни. another great psalm. Поэтому это прекрасный This псалом. is a key concept in the Old Testament. Но существует ключевая концепция в Старом Завете. The concept first of identity in the group, Концепция опознавательности в группе, not the assertion of our independence. а не выделение своей личности как Then независимой the личности. covenant relationship, Затем заветные взаимоотношения, which ties us to God and God to us. которые связывают нас с Богом и Бога с нами. And then chesed, this loyalty and faithfulness to the covenant И relationship. затем это верность к этому взаимоотношению и And in преданность. the book of Ruth, В книге Руфь we see this in the relationship between Ruth and Naomi. мы видим эти взаимоотношения преданности и верности между It's Руфью an и attribute of God, Наоменью. but God looks for it in us too. Но Бог также смотрит и ищет эти взаимоотношения между нами. You find it mentioned about Ruth in chapter 1, Мы можем увидеть в the первой part we главе, read a little earlier. упоминается о Руфе, и потом Ruth дальше, says, I в следующих won't leave you. I'm going to stay with you. главах, Руфь говорит: «Я не оставлю тебя, я не покину тебя. I'm even going to be buried where you're buried. Я там же буду похоронена, где и ты погребена. I will take any risk Я пойду на in всякий order риск to be loyal. для того, чтобы остаться верной». That was characteristic of Ruth. Это характеристика Руфи. Well, God honored this lady in a wonderful way. И Бог наградил эту женщину She was чудесным not of the образом. tribe of Judah. Она не принадлежала колену Иудину. She was not of any of the tribes of Israel. Она не принадлежала никакому колену израильскому. She was an outsider. Она была странником, But странницей. she had loyalty to God. Но у нее была верность и преданность God Богу. brought her right in, И Бог привел ее, ввел ее прямо в gave her a недра. wonderful husband, Дал ей чудесного мужа. Boaz. Well, I Боаза. think he understood Ruth Я думаю, что он понял Руфь. because we have just heard that he was the son of Rahab and she was an outsider. Потому что мы, как уже слышали, что он был мужем And Раав. Ruth and Boaz had a son, И она была тоже странницей. and from that line И у came них был King сын. David И из этой родословной произошел Давид. and Solomon И and the Соломон. kings of Judah. И царь Иуды. And then, ultimately, in the New Testament, that comes down to Jesus И Christ. затем, в конце концов, по этой родословная ведет к Иисусу Христу. Now, this period under the book of in Judges, И в этот период судей while Израилев, some nice things were going on with Ruth, пока хорошие вещи происходили с Руфью, was also a period of danger был также период опасности. because a new people had arrived in the land. Новые люди прибыли в землю. Some of them had already been there from the time of Abraham, Некоторые из них уже были там со времен Авраама. but now they arrived in great numbers. Но сейчас пришли они в большом количестве. Who were these people? Кто это были? The Philistines. Филистимляне. Where did they come from? Откуда они пришли? They came from the Aegean Sea area over Они here. пришли из района Эгейского моря. They crossed the Mediterranean. Они пересекли Средиземное They море, attacked the land of Egypt. атаковали египетскую землю, Others came around here through Asia Minor а другие прошли по Малой Азии, and down the coast. вниз по побережью. And on this part of the coast of Israel, И вот на этой части израильской they территории attacked. атаковали, They set up 5 cities, осадили 5 городов. which were a federation together. Это была федерация. These were the Philistines. Это были филистимляне. They were an Indo-European people, Это было индоевропейцы. and they had a great knowledge of metal, У них были большие познания по работе and с металлом, especially the working of iron. особенно по работе с металлом. And they were prepared to take over the same land that Israel was just really possessing. И они были готовы занять ту самую землю, которой только что владели израильтяне. In that difficult situation, И в этой трудной ситуации God raised up first some judges to deal with them.
Бог подготовил судей, которые могли бы иметь дело с этой трудной One ситуацией. was Samson. Одним из судей был He Самсон. was a foolish man who disobeyed God many Он times. был глупый человек, который много раз не But it слушался was a Бога. desperate situation, and God still used him. Но это была крайняя ситуация, безвыходная, и Бог использовал его. And then God raised up the prophet Samuel. И затем Бог подготовил пророка And Самуила. then came the kings. Затем цари. And that's the subject of our next lesson together. И это предмет нашего следующего урока. So God bless us, and God bless you, and join us then. Пусть Господь благословит вас. Итак, приглашаю вас на следующий урок.